Всем привет! Вы на канале Евгений Гайд, и это топ-10 ошибок, которые совершают новички в игре Тарисванд. И мы начинаем. Первая ошибка. Когда мы бегаем по локации, мы можем найти такие тотемчики, сундучки, записные книжки и так далее. И иногда возникает вопрос, как нам добраться до них. Для этого игра предусмотрела простой формат. Заходим в магазин и видим, волшебная лестница действует 60 секунд, и как будто бы, ага, мы сразу можем получить искомое. Но не спешите с этим. Мы идем, качаем репутацию с определенной фракцией, которая нас интересует, добиваемся 10 уровня, открываем полетку, фармим себе быстренько маунта из предыдущего видео, и все, нам лестницы больше не нужны, и мы сэкономили серебро. Ошибка вторая. Выбор неправильного направления профессии. Чтобы не поступить как я и не прыгать с профессии на профессию, теряя кучу времени, кучу реагентов, кучу золота и так далее, определитесь сначала, чего вы хотите. Помониторьте аукционы, помониторьте цены. Если вы хотите уйти в Gold Farm, посмотрите, что стоит дороже, и только после этого грамотно выбирайте свою будущую профессию в игре. Плавно переходим к третьей ошибке. Быстрая смена специализации. Игра нам позволяет менять специализацию, но у нас есть время перезарядки смены, а также стоимость. При частом изменении специализации время перезарядки будет увеличиваться, а также стоимость ее будет увеличиваться. Сосредоточьтесь сначала на сборе ресурса, а потом на крафте. Четвертая ошибка. Прокачка всех репутаций разом. Не старайтесь прокачать все репутации разом, сосредоточьтесь на одной. Это вам даст больше пользы, больше профита, а также больше плюшек. На 10 уровне репутации у вас открывается региональный полет, то есть на этой локации вы сможете летать. Если вы будете качать все репутации подряд, у вас это займет очень много времени. Ошибка номер 5. Я забил на PvP. Те, кто со временем понимает, что хочет идти в PvP, не смогут активно участвовать, либо достигать каких-то результатов в связи с тем, что ваш ранг не будет так быстро подниматься, как бы вам хотелось. Вы не будете достигать высот, остановитесь где-то на серебре, а также будете получать меньше бонусов. Я не ходил 2 недели в PvP, и, соответственно, сейчас очень сложно вылезти за пределы золота. Единственное, что я успеваю получить на текущий момент, это за серебро и за золото. До платины уже не доползти, так как люди с высокими рангами быстро нас уничтожают. Поэтому, если вы только начали, обязательно со старта ходите PvP, не забывайте об этом. Ошибка шестая. Не тот спек, не те таланты. Обратите внимание на то, что игра нам предоставляет как минимум 2 спека, в которых мы можем играть. Убедитесь, что вы со старта выбрали тот самый, и он самый оптимальный. На текущий момент вышло много гайдов по тому, что выбрать, какой класс, какой спект. Заранее посмотрите на эти ролики и определитесь в том спеке, в котором вы собираетесь играть. Я выбрал по привычке охоту, так как я перешел сюда с Варкрафта и любитель играть на БМе. Но БМ это туннельный урон, а зачастую требуется скорый и быстрый урон. То есть PvP подразумевает, что ты влился сразу, убил, не убил. Таланты. Не забывайте прокачивать таланты при первой же возможности, а также качать руны. Рун добывается очень много. Смотрите на те, которые приносят максимальный профит в виде бафов на определенные зоны, увеличивая их профитность в 50%. А также на те, которые можно использовать, например, в PvE или в PvP. Ошибка номер 7. Распределение шмота. Обращайте внимание на каждую шмотку, которую вы добываете. Например, рассмотрим ожерелье. У нее есть усиленный атрибут, в данном случае это крит омни, особая способность, непрерывный урон и так далее. Главное, определитесь с тем, какие характеристики вам нужно качать в первую очередь по усиленному атрибуту, и выбирайте их. Если у вас присутствует, например, как у меня, ловкость в усиленных атрибутах или выносливость, старайтесь заменить на что-то другое, типа крита, омни, фокуса и так далее. Ошибка 8. 0 внимания на шмот в разных талантах.
Если вы выбили шмот и вы видите, что она вам не подходит в текущем спеке, спекнитесь в другой. Таким образом, эта шмотка может быть офигительно, шикарно для вас в этом спеке. То есть сейчас у меня фиолетовое качество дополнительной способности. И если я спекусь обратно в охоту, у меня на этой шмотке зеленое качество. Поэтому обращаем внимание. Ошибка 9. Отсутствие разбора статов своего персонажа. На каждого персонажа игра уже предусмотрела статы, которые приоритетнее. Под текущей специализацией у нас стоит приоритет статов, которые нужно качать в первую очередь и гораздо лучше, чем остальные. Крита должно быть больше, омни наравне с перезарядкой, но их должно быть меньше, чем крита. Дальше ловкость, фокус и выносливость. Обращаем на это внимание и выбираем шмотку с умом. Ошибка 10. Отсутствие закалки. Со старта игры казалось, что закалка работает именно на шмотку, но она работает на слот. То есть можно сразу же прокачивать, если есть возможность, на зеленое или хотя бы синее качество. И в будущем, когда появятся реагенты, ресурсы и так далее, либо деньги на аукцион, вы сможете прокачать ее гораздо лучше. Но не скупитесь и прокачайте каждую шмотку хотя бы на синее качество. Это придаст вам статов, выживаемости и урона. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!